Всех приветствую, дорогие друзья, на канале Packmaker. С вами, как всегда, я, Михаил. Продолжаем нашу рубрику в новой ветви истории персонажей. Сегодня я расскажу про Джонни Ни. Джонни Ни – персонаж игры Mafia Lost Heaven и ее переиздание Mafia Divinity Edition. Джонни Ни вместе со своим близким другом Билли, сыном городского советника Роберто Гелотти, являются одними из главарей хулиганов. Все они в мафиозных сторонах являются сторонниками Дона Морелло, который держит свою территорию в жестоком кулаке. Возможно, именно такая крыша дала возможность Джонни вместе с Билли создать шайку хулиганов, которая занимается мелкими криминалом от разбоя до насилия. Вскоре осенью 1932 года шайка хулиганов во главе с Джонни и Билли начинает промышлять в Малой Италии, на территории Дона Эннио Сальери. Хулиганы вместе со своим главарем начинают приставать к прохожим, в том числе и к тем, кто платит Сальери, за защиту. В ноябре хулиганы заприметили для себя девушку по имени Сара, которая работала в баре Сальери и ходила домой через темный переулок. Однажды поздним вечером ее отцу Луиджи просит Томаса Анджело проводить дочь до дома и защитить ее от хулиганов. Когда Томми с Сарой завернули в переулок, хулиганы, лично сами Джонни и Билли, начали приставать к ним, нарываться на драку. В итоге Томас вступил в драку с хулиганами, в результате чего ему удалось одолеть всех нападавших, оставив мерзавцев лежать на земле. Томми благополучно провожает Сару до ее квартиры. Произошедшее подтолкает Сальери на серьезную разборку с хулиганами. Оскорбленный Дон твердо решил положить конец этому беспределу на своей территории. Так как он, мало того, не мог спокойно смотреть на подобный беспорядок, так еще он мог потерять доверие людей, которые добровольно платят ему за защиту. Дон Сальери поручает Полли и Томми разобраться с хулиганами, и как можно изощренно, не только без убийств, чтобы мелкие преступники получили пожизненную инвалидность. И Джонни и Билли замечают Полли и Томаса и тут же сбегают на машине, и тогда начинаются погони, но после этого недолго поезда гангстеры все же их настигают. Истекающий кровью Билли начал молить о пощаде, но Полли безжалостно добивает его. В разбитой машине Джонни был без сознания, и Полли решает, что тот уже мертв, но к несчастью Джонни выживает. В этом инциденте спеша быстрее все рассказать городскому советнику, отцу погибшего Билли. Платные игры в нашем сообществе реально? У тебя не хватает денег, чтобы купить желаемую игру? Мы поможем. Присоединяйся к нашему сообществу, чтобы не пропускать раздачи грандиозных игр нашего века. Ссылочка в описании. Спустя пару дней Джонни приходит на похороны лучшего друга, проходящего в церкви в деловом районе. В одно время с похоронной процессией Томас Анджело выполняет задание в отеле Корлеоне, который находится неподалеку от церкви, и после побега оттуда он через крышу попадает в церковь, как оказалось, на похороны Билли Ли. Священник дает слово Джонни, который рассказал Билли речь, каким хорошим и верным другом он был. Вскоре после этого Томаса замечают, и Джонни узнает его. В церкви начинается перестрелка, и Томасу Анджело удается убить всех нападавших, бандитов и самого Джонни. Далее состоялась непродолжительная речь Тома с священником, который заставил Тома задуматься над своей жизнью. После покушения Тома и Полли, Джонни, которого гангстеры по ошибке сочли мертвым, пролежал неделю в больнице Святой Марии. Восстановившись как раз к похоронам Билли с ссадинами на лице и гипсом на руке, Джонни приходит на похороны лучшего друга, проходящего в храме Святого Михаила в деловом районе. В одно время с похоронной процессией Томас Анджело выполнял задание в отеле Корлеоне, который находился неподалеку от церкви, и после побега оттуда он через крышу попадает в церковь, как оказалось, на похороны Билли. Священник
передает слово Джонни, который рассказал о Билли речь, каким хорошим и верным другом он был. Вскоре после этого Томас замечает и Джонни узнают его. В церкви начинается перестрелка, и Томасу Энджелу удается убить всех нападавших бандитов, и даже ранить самого Джонни. Пока Томас разговаривал с испуганным священником, появляется Джонни, который был готов убить Томаса на месте. В этот момент в церкви оказывается Сэм, который убивает его 2 выстрелами в голову. Оказалось, что Дон Сальери послал Сэма Трампа на похороны, чтобы тот пристрелил выжившего Джонни. Приглашаю вас посетить Бусти. Вы увидите закадровые смешные нелепые моменты и узнать о планах канала. Возможно, что Джонни тоже из обеспеченной семьи, так как в оригинале и в ремейке появлялся на похоронах друга в дорогом костюме. В оригинале Джонни убивает Томаса вместе с остальными преступниками, а в ремейке это делает Сэм после перестрелки в церкви. В оригинальной игре Сэм в этой главе не появляется. Также в оригинале Джонни присутствует на похоронах друга без всяких последствий той аварии, в то время как в ремейке у него была сломана рука и остались ссадины на лице. Если он, как его погибший друг, итальянец, то, вероятно, настоящее имя Джованни. Время событий указано только в Mafia Divinity Edition. Одного из охранников у фонтана на вилле прокурора тоже зовут Джонни. И на этом история про Джонни подходит к концу. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте план действий, которые видите прямо сейчас на ваших экранах. А именно лайк, колокольчики и подписка на канал. С вами был Михаил с канала Fake Maker.